Всем привет, дорогие друзья! И мы сегодня снова с вами на федеральной трассе Р-280 Симферополь, Ростов-на-Дону. И сейчас мы едем по Запорожской области, как вы уже догадались по надписям. И наш сегодня интересует интервал в участке Мелитополь-Приморск. Мы стартовали от объездной дороги Мелитополя. Как вы уже видели неоднократно, кто следит за моими видео, я показал объездную Мелитополя. И вот мы с вами движемся в сторону Мариуполя. И этот участок длиной приблизительно 75 километров до приморского города Приморск. Вот такое вот масло масляное. Мы сейчас с вами и посмотрим, какого состояния этого кусочка дороги. Ну и вот уже по первым кадрам вы, наверное, заметили, дорога просто великолепная. Правда, всего только, но это пока, здесь ключевое слово пока, две полосы, по одной полосе в каждом направлении. Ну вот, достаточно много заправок проходит вдоль трассы Р-280. Я где-то даже вычитал, что точное количество заправок 66 штук. Это вот от границы, административной границы Крыма до административной границы Ростовской области. Вот этот кусок, там порядка 427 километров, вот, и 66 заправок. Ну, конечно, бензин здесь подороже, чем вот в Крыму, на рубль был, когда я вот ехал. Ну и, конечно же, подороже, чем в Ростовской области. Но самое главное, бензин есть. И посмотрите, какие великолепные виды открываются нам, когда мы двигаемся по этой великолепной дороге. Разрешенная скорость 90 километров в час. Дорога приведена в нормативное состояние, то есть полностью было заменено дорожное покрытие. Вот, уложен асфальтобетон новый. Ну и ехать, конечно, одно наслаждение. Но много фур встречается. Это вот альтернативная дорога к Крымскому мосту. Тем более сейчас, вот вы, наверное, следите, кто собирается поехать в Крым, постоянные пробки на досмотре перед Крымским мостом, и причем с обеих сторон, и со стороны Керчи, и со стороны Тамани. И рекорды бьются там вот в последнее время, до 20 километров пробка была со стороны Тамани. Народ ринулся отдыхать в Крым, но вот погода улучшилась, и стоят по много часов в пробках. Вот даже прочитал я статью, очень жалко, и собачка, домашняя собачка, бульдог, по-моему, такой маленький французский, вот от жары в ожиданиях умер. Всего-то было ему 2 года, вот такое несчастье случилось. Вот это писали, я тоже вот прочитал. Так что это вот альтернатива, конечно, кто едет со стороны Краснодарского края, с южных городов, тем, конечно, проще ехать через мост. А вот кто едет с северных городов, таких как Москва, Санкт-Петербург, Тула, Калуга, то лучше, конечно, ехать вот по этой дороге. Тем более, всю в подробностях я ее показываю. Кто не видел мои другие видео с этой дороги, обязательно посмотрите. Вот видите, еще одна заправка нам встретилась на довольно-таки коротком интервале. Вот всего лишь этот интервал 75 километров. Я уже вам сказал, что вот на 66 всего заправок, и уже 2 заправки мы с вами проехали. Ну, еще одна будет даже в Приморском, где я буду заправляться. Но мы с вами сейчас это увидим. Поедем, планирую там заправиться. Так что вот пока дорога проходит по населенным пунктам, конечно, по населенных пунктах ограничение скорости 60 километров в час, где-то даже и 40 есть. Но дорога строится, и сейчас активные работы идут вот в Донецкой Народной Республике, в Ростовской области и в Донецкой области идут активные работы, тем более вот новое постановление правительства, и уже Автодор, Росавтодор взял на себя обязательство до сентября 2027 года сделать 4-полосную дорогу от Мариуполя, сначала до границы с Запорожской области, а затем до Бердянска. 4 полосы. Это вот как раз это Азовское кольцо, это трасса Р-280 Новороссия. Там
активно строится, в Донецкой области активно строится от Ростовской дорога. Практически уже вот от Ростовской области до Мариуполя 4 полосы. Это видео тоже я уже показывал. Посмотрите, как можно ехать. Ну вот сейчас мы едем, кстати, с вами, видите, по населенному пункту. Сплошная полоса, обгон запрещен. И 60 км в час мы едем и рассматриваем. Ну а потом, когда все это построят, дороги в большинстве случаев будут населенные пункты обходить. Или слева, справа, там как трассировка трассы будет, потому что будет 4 полосы. Ну и вот вернемся немножко к Донецкой Народной Республике, где бурными темпами идет строительство еще 2 полос. Начали уже строить обход Мариуполя, 4 полосы. А это, я считаю, на всем этом Азовском кольце это самая сложная на данный момент работа будет. Обход Мариуполя. Там очень много будет инженерных сооружений, таких как вот 3 моста, будет 14 путепроводов, 6 транспортных развязок и, конечно же, барьерные ограждения, шумоизоляционные экраны. Все это будет присутствовать. Так что работы идут, ну и плавно будут перебрасываться вот в Запорожскую область, как я уже сказал, вот от Донецкой Народной Республики до Бердянска. Первый участок будет вот в Запорожской области. Это вот 4-полосная дорога. Ну а всего вот этот кусок, который нужно будет сдать до сентября 2027 года, составляет от Мариуполя до Бердянска 67,6 километра. Ну, казалось бы, не так уж и много, но практически новое строительство, 2 полосы будут пристраивать без остановки движения. Все это, конечно же, усложняет работы, но работы идут. Ну, раз мы уже начали говорить про Донецкую область, то хочется немножко сказать, что и капитальные активные работы идут и в Ростовской области. Вот в сторону ДНР с 36 по 54 километр. И также сразу после подготовки проекта капремонта приступили к работам с 54 по 83 километр. Расширяют трассы. Так что теперь вот потихоньку, помаленьку очередь наступит и в Запорожской области. Мы вот видим с вами, проехали уже от административной границы Крыма. Я показывал и дорогу до Мелитополя. И вот сейчас от Мелитополя до Приморска мы с вами смотрим. Здесь вот пока работы никакие не ведутся. Ну, по крайней мере, я вот что-то не заметил, чтобы вот тут трассировку трассы делали. И это все предстоит еще сделать, конечно. Колоссальные деньги выделены на это вот Азовское кольцо, около 500 миллиардов рублей. Тем более еще будут сделать съезды с трассы Новороссия к курортным городкам, которые расположились вдоль Азовского побережья. Оно у нас, кстати, вот мы двигаемся с вами, Азовское море у нас здесь с правой стороны по ходу нашего движения. И будут строиться еще новые курорты на Азовском море, да и про старые никто не забывает, такие вот как Бердянск, такие Белосарайская коса, там все это вот работает. Ну и, конечно же, много новых будет. И всего со всеми съездами, объездами будет порядка 2000 километров. Вот эта трасса Азовского кольца, в которую входит и трасса Р-280 Новороссия. Также в нее будет входить трасса Таврида в Крыму. Ну и от М4 Дон до вот границы Ростовской области тоже все будет это входить в Азовское кольцо. Задача поставлена, я думаю, где-то до 2030 года нужно будет полностью создать это кольцо в 4-полосном исполнении протяженностью 1427 километров. Ну а со съездами к Азовскому морю, как я уже сказал, будет все 2000 километров. Вот такое грандиозное строительство ждет нас. Ну а пока мы двигаемся вот по этому участку дороги в Запорожской области, смотрите, ни одной ямки, прям дорога великолепная.
Но она, может, и была хорошая. Вот пишут мне в комментариях, она и до ремонта в некоторых участках была неплохая. Ну, честно скажу, я по ней не ездил с 2008 года. Вот последний раз в 2008 году я ехал по этой дороге, и мне запомнился участок, вот обход Мелитополя. Объезд Мелитополя, ну, ужасная дорога была там в 2008 году, может быть, потом ее отремонтировали, но я вот так попал. А сейчас у меня, вот повторю, еще есть видео этого объезда, великолепная дорога, вот такая. Кому интересно, обязательно посмотрите. Ну и кто едет, уже говорю, из Москвы, из Санкт-Петербурга в сторону Крыма, едьте по этой дороге. Многие пишут, что комендантский час там. На эту дорогу комендантский час не распространяется. Можете ехать и днем, и вечером, и ночью, как вам удобно. Конечно, ночью машин поменьше, особенно вот фур. Ну а минус, что они едут прямо рядом с вами, встречные, и фары включены, тоже вот слепят. Так что решать вам, как лучше ехать днем или ночью. Ну, вот я ехал днем. Посмотрите, вот солнце почти в зените, почти тени нет. И дорога, ну, особо я не сказал, что забитая. Хотя, как раз я вот ехал в тот момент, когда не очень много еще. Погода такая вот менялась, то тепло, то холодно, неустойчивая была. И народ вот побаивался еще ехать, а вдруг приеду и дожди одни будут. Так что вот смотрите, решайте. Ну, и я вот советую, рекомендую, чтобы не стоять в пробках там по 5-7 часов возле Крымского моста. Можно вот проехать здесь. Да, здесь тоже, когда заезжаете в Крым, КПП, досмотр. Но я вот, когда въезжал по этой дороге в Крым, у меня ушло там 15-20 минут всего лишь. Через сканер проехал, отдал документы на регистрацию. Больше документы регистрировали вот на КПП, чем досматривали. Потом открыл капот, так еще вручную, как говорится, посмотрели. И все, счастливого пути, и дальше поехали. А из Крыма выезжал на эту вот трассу, по которой мы сейчас с вами едем, вообще там 3 минуты. Даже не выходил из машины. Спросили, сколько человек едет, и все, и дальше поехали. Так что вот здесь намного быстрее идет движение. Тем более вот этот сканер поставили, там 5 километров в час едете через него. Ну, как не рентген, можно сказать, как флюорография. Просвечивает, и вуаля, дальше двигаетесь. Ну, а Крымский мост, там такой досмотр с пристрастием, хоть и увеличивают пункты досмотра, досмотровые посты, все равно наплыв пассажиров, машин, вернее, огромный, и вот постоянные пробки, постоянно, вот по последним сведениям, говорю, там больше 1000 машин скопилось возле Крымского моста. Ну, правда, не могу уточнить, это с обеих сторон или только с одной таманской стороны. По-моему, только с таманской. Там вот рекордная пробка была в 22 километра. Так что, дорогие друзья, вот выбирайте, как ехать. Ну, а со временем, когда здесь 4 полосы будет, так это вообще красота будет. Правда, и скорость все равно останется 90 километров в час. Вот поразительно, да, кто придумал вот именно почему 90 километров, почему там не 100 километров в час, а именно 90. Еще из советских времен это все идет. Ну, вот такая цифра красивая, да, можно сказать, 90 километров в час. И что сейчас мы можем двигаться 90, что когда сделают, будет тоже 90. Ну, чтобы хотя бы 110 сделать, нужно уже вот все развязки, все вот пешеходные переходы, все это делать в разных уровнях. Хотя вот тоже далеко ходить не надо, трасса Таврида. Там все сделано в разных уровнях. Пешеходные переходы, на которых лифты, кстати, до сих пор не работают, уже 5 лет как сдали дорогу. И развязки, все в разных уровнях, а скорость все равно 90 километров в час. Даже до 110 не разрешает. Но я имею в виду это официально, чтобы было. Конечно, можно 90 прибавить еще 20 километров, за что камеры не наказывают, 110 получится. А там они вот тоже, наверное, размышляют, если
сделать скорость 110, плюс 20 можно будет ехать 130. Ну и, дорогие друзья, если честно, там уже все знают, где эти камеры стоят вот по Тавриде, и никто там 90 километров в час не едет, положа руку на сердце. Ну, перед камерами, конечно, притормаживают, а так, ну, 130 там минимум летят, а может быть и больше. И сейчас опять пошли разговоры, чтобы ввести вот эти ограничения по средней скорости. То есть берут интервал дороги, ставят точку А и точку Б. Ставят две камеры в точке А и в точке Б. В точке А на входе на этот участок фиксируют время въезда на участок вашей машины. И в точке Б фиксируют выезд с этого интервала. Но и путем арифметических несложных подсчетов высчитывают на этом интервале вашу среднюю скорость. И если скорость разрешенная 90 км в час, а ваша средняя получилась там 112 км в час, то будьте любезны, оплатите штраф. Одно время это действовало, потом Конституционный суд Российской Федерации все это отменил, и сейчас опять пошли разговоры об этой средней скорости. Но будем говорить откровенно, тоже были разговоры, чтобы уменьшить вот этот порог плюс 20, не облагаемый налогом, будем так говорить, до 10 километров в час. Тоже говорили, но, как ни странно, ГАИ было против. Я вот удивился, ГАИ было против снижения этого порога до 10 километров в час. Ну, основные лоббисты, конечно же, были это вот администрации областей, городов. Они камер-то понатыкали, где можно и где нельзя. И это не... Ну, как они говорят, это борьба, конечно, за аварийность, но на самом деле огромные деньги в бюджет городов и областей приходят из-за штрафов. Ну, кто-то скажет, конечно, не нарушай, едь, но все равно, вот если дорога дальняя, из Симферополя, допустим, до Москвы по М4, там этих камер тоже натыкано, все равно 1 или 2 штрафа словишь. Ну, не знаю, почему так получается, но... Хотя вот за превышение от 20 до 40 сейчас сколько стоимость? 750 рублей, по-моему. Так что, а в городе так вообще этих камер понаставлено. И не только ведь на скорость, там еще и за другие нарушения. Ну, мы про скорость сейчас говорим. Так что вот все равно будьте осторожны и не лихачьте, потому что сейчас вот читаешь, то там, то здесь, там очень много таких вот аварий с летальным исходом, печально. Ну, а мы двигаемся с вами дальше по трассе, напомню, это у нас Р-280, Новороссия. Интервал трассы от объездной дороги Мелитополя до приморского города Приморск. Приблизительно 75 километров этот интервал. Ну и я вот разбил всю эту дорогу по интервалам, чтобы вам показать, каково состояние дороги именно вот на этих участках по Донецкой Народной Республике, Запорожской области, Херсонской области. Все это я вот показывал, даже показал вот от административной границы с Крымом, Херсонской области с Крымом до Джанкоя, там 35 километров, дорога не самая лучшая, ямочный ремонт сделан, вот эти нашлепки, но, можно сказать, плохая дорога. Но сейчас в ведении Автодора, ее пока не ремонтируют, но, видимо, считают, что пока ее ремонтировать и не надо, если они будут в 4 полосы эту дорогу строить. Хотя когда это будет, пока непонятно. Я вот не нашел пока никаких сведений, в каком году. Если кто-то обладает такими сведениями, то напишите, пожалуйста, в комментариях. Ну и вот еще забыл сказать, что очень важное, кстати, дополнение, что планируется вот этот весь участок трассы осветить. Представляете, он будет освещен, ну, что днем, что ночью будет вообще без разницы, как ехать. И еще вот забыл сказать, что капитальный ремонт будет вот Новоазовск, это в ДНР, относительно такой достаточно большой городок, 3,5 километра, там полная реконструкция тоже будет для 4 полос.
Ну, сейчас я вот проезжал там, когда ехал из Москвы, то видел, там идут такие работы уже масштабные по строительству путепроводов, по строительству мостов. Так что там работа тоже идет. Новоазовский. Это вот как раз интервал от границы Ростовской области до Мариуполя. Тоже такие вот масштабные работы. Ну и сама по себе Запорожская область. Сейчас трафик порядка 19 тысяч машин в сутки. Из них более 60% это вот грузовой транспорт, который движется в сторону Крыма и из Крыма. Ну, здесь считается количество машин в обеих направлениях, так что здесь вот такая интенсивность движения. Ну и после реконструкции перспективная интенсивность движения составит более 22 тысяч автомобилей ежедневно. Но эта трасса еще Р-280 обеспечивает не только прямой проезд в сторону Крыма, а еще и выход к портам Черного и Азовских морей. Ну и логистическую транспортную составляющую с крупными промышленными центрами, такими как Мариуполь, Мелитополь, Бердянск. В планах здесь еще, я не знаю, вот от Мариуполя до Мелитополя построить еще вдоль Азовского моря железнодорожную ветку. Ну, я не знаю, по-моему, там одну нитку уже построили. Ну, не буду точно говорить, есть ли она или нет. Так что вот такое. Ну, а если построить вот железную дорогу, то вообще будет красота. Посмотрите, от Ростова прям поезда идут прямиком до Симферополя. Ну, я, по крайней мере, вот когда ехал, такого вот не заметил, чтобы какие-то движения были, строительство. Да, железнодорожная ветка есть, но она проходит через Токмак. Это так достаточно большой круг нужно давать. А это если вот вдоль Азовского побережья, ну, не прям вдоль, как в Абхазии проходит железная дорога, а поодаль, по прямой, прям вот этот кусочек надо построить, Мариуполь, Мелитополь, то вообще будет шикарно. Ну, я думаю, ее строят уже. Где-то я читал, но не задавался этим вопросом. Напишите мне в комментариях, а то меня самого спрашивают про эту железную дорогу, а я даже и не знаю. Но мы пока вот смотрим на дорогу Р-280, автомобильную дорогу. Вот рассказал я так коротенечко перспективы, какие будут здесь и нас ждут. Но это один из участков этой дороги, великолепной дороги с такими великолепными видами. Посмотрите, вокруг поля необъятные. Ну и мы подъезжаем с вами к городу, приморскому городу Приморск. И это вот будет окончанием нашего путешествия именно в этом видео. В момент, пока мы проехали вот этот участок, 3 заправки мы с вами увидели. Так что, если не заправились там на въезде из Ростовской области или на въезде из Крыма на эту трассу, то ничего страшного. Здесь достаточно много. Крымские бренды, здесь Атан и ТЭС, вот две такие мощных бренда крымских, вот тоже на этой трассе присутствуют. Ну, бензин относительно неплохого качества, и можно смело заправляться. Я вот 95-м всегда заправляюсь на этих 2 заправках, на этих 2 брендах, будем так говорить, Атан и ТЭС. Ну и кто собирается в путешествие в Крым, может быть, в Мелитополь, кто-то за черешней или за херсонскими арбузами, которые, кстати, уже вот поспели. И сейчас поедете вдоль дорог, будет несметное количество продавцов этой вот сладкой, великолепной ягоды херсонского разлива. Они всегда славились своим качеством, так что не стесняйтесь, останавливайтесь, покупайте. И вот в дороге это вот арбуз самое оно будет. Ну, а мы с вами смотрим, еще раз посмотрим на качество дороги, и мы подъезжаем с вами к Приморску. А я буду на этом потихонечку заканчивать, дорогие друзья. Обязательно посмотрите предыдущие видео с этой дороги. Много у меня вот интервалов, здесь я их нарезал, чтобы видео не затягивать. Ну и сами вот оцените это качество
если поедете. Я думаю, что сэкономите немало времени, получите впечатления хорошие об этой трассе Р-280 Новороссия. Но пока, конечно, видим мы свежая разметка, все четко, понятно, где можно обгонять, где нельзя обгонять. Пока еще, вот, не знаю, это преимущество или недостаток, ни одной камеры на скорость на этом интервале от крымских границ до ростовских границ я не обнаружил. Именно на скорость. Так что вот не торопясь, можно ехать, не нарушать. Если камер нет, это не значит, что нужно гнать. Тем более здесь всего 2 полосы. Ну и вот, собственно говоря, Приморск. Здесь вот прям при въезде в город обновляют разметку, рисуют новую. Она и так хорошая. Ну а мы с вами заезжаем на заправку. И это будет у нас конец нашего путешествия в этом видео. Всего вам хорошего. Поставьте лайк. И до свидания.